Ребят, привет! Сегодня речь пойдет о том, как заживают раны на голове. Я на самом деле начинаю постепенно, ну не то что беспокоиться, но я заметил такую штуку, что вот если вы обратите внимание, вот эта донорская часть, она еще уже практически, сколько, 3 недели прошло, она не очень заживает. Вот видите, есть разница, то есть очень хорошо видно различие то, откуда пересадили. Видите, здесь как такие точечки, но, собственно, вот точечками и пересаживались волосы. То есть это вот методика DHI, когда вам не делают не полосную вот эту вот, как помните, я вам рассказывал видео. Если кто-то не смотрел, посмотрите видео, в уголке будет ссылка на это видео. То есть у меня остался шрам. Видите, этот шрам я тут делал еще тату, чтобы немножко скрыть. Но так как сейчас здесь очень редкие волосы, получается, что эта тату стала черной, и теперь она очень видна. То есть раньше это был белый-белый шрам, сейчас из-за того, что здесь все это попересаживали, он очень сильно выделяется. Но речь идет о другом, речь идет вот именно о донорской части, откуда были пересажены волосы. И вот как видите, сейчас вот этот уже по прошествии, уже почти месяц прошел, но если быть точным, 3 недели, и вот очень сильно вот эта вот часть вся видна. Я не знаю, когда это пройдет, потому что спорт в клинике мне сказали, что, в общем-то, 2-3 недели и проходит. Может быть, просто из-за того, что люди отращивают волосы, это не видно. Но так как я планирую быть лысым и, собственно, брить вот эту часть, вот видите, до сих пор это видно. Буду вас держать в курсе, как это будет меняться, но пока это вот так. И очень сильно видна разница. То есть вот эта часть отсюда ничего не пересаживали. То есть, видите, вот, то есть, по идее, кожа должна быть вот здесь такая же, как и здесь. Но она здесь красная, и видите, вся в точечку. Здесь вот реальные волосы. И вот эта часть, конечно, видно, это то, куда пересадили. И вот здесь вот очень-очень плотно. Я даже не знаю, мне иногда кажется, что слишком нарочито это выглядит, слишком плотно. Особенно, вот видите, в контрасте с вот этими волосами. Ну, посмотрим, потому что они еще должны выпасть. И потом только начинается расти через 3 месяца. Ну и, как я вам говорил раньше, тоже в других видео, через 5 месяцев, 5-6 месяцев будет уже виден результат. Ну, я надеюсь, что это все-таки сравняется, потому что, видите, очень сильно вот здесь вот виден переход. Здесь еще более или менее, но вот эти вот переходы мне прям они начинают подбешивать. Ну и вот я уже несколько раз говорил в видео, очень важно всегда, если вы планируете делать пересадку, думайте прежде всего о рисунке, порисуйте у себя на голове, как вы хотите, чтобы был рисунок волос. Потому что вот я на самом деле каждый день об этом думаю, и мне это не нравится. Я уже даже думаю над тем, чтобы потом, когда это будет возможно, снова все пересадить и поменять вот этот рисунок, то есть убрать вот эти штуки. Я не хочу, они мне делают каким-то, не знаю, тинейджером, я нафиг никакой не тинейджер. Я вот хочу здесь, чтобы были залысины, ну, вот как-то вот так, мне кажется, будет лучше. Я вот не знаю, посоветуйте, вот как вы считаете, так будет лучше или просто оставлять вот эти вот штуки. Мне кажется, вот если сделать вот так, с залысинами, то будет как-то естественнее и прикольнее, и, не знаю, ну, более естественно. Вот это делает, ну, не знаю, очень странно. Еще посмотрим, как оно вообще сравняется или не сравняется. И вот эта вот часть, видите, тоже красная. И еще мне волнует то, что вот здесь почему-то не пересадили, оставили вот эту зону. Я очень надеюсь, что здесь будет все нормально, но кажется, что все-таки нет. И если вот посмотреть сверху, видите, здесь вот засеяли волосами. Вроде бы вот здесь вот очень много темная часть, здесь более или менее вот просто отсвечивает. Сейчас я выключу свет, и вы увидите. Как это выглядит на самом деле. То есть вот, видите, здесь много, вот здесь вот уже меньше, а вот здесь вообще нифига. А вот тут вообще полоска. И получается, что сзади, вон, видите, какой пипец. То есть здесь элементарно не хватило одного дня, чтобы прям засадить все волосами. Поэтому очень важно, видимо, еще понимать приоритетность зоны. Мне, например, вот здесь вот слишком много не нужно было. И я вот, к сожалению, не сказал ребятам, что, во-первых, вот это вот, лучше бы вот эту вот плотную часть, здесь вот, видите, очень плотно засадили, и очень много волос получается. Лучше бы вот это вот сэкономили и засеяли это вот сюда и вот сюда. То есть вот эта вот корона, видите, она прям вся видна. Crown. Вот эта вот часть. То есть получается, что, ну, толк вот этого вот, если только спереди, как бы, вроде бы видно, что у меня волос много, а здесь вот полная лысина. Ну, совсем нелогично, правильно, рисунок. И вот здесь вот тоже видно.
Если посмотреть с другой стороны, здесь сделали более или менее нормально, хотя тоже переход виден, но как-то более или менее. Здесь же очень, вот здесь вот белые залысины, вот это вот очень сильно залысина, и вот эта вот полоска, она меня прям бесит. Так что такие вот дела. Буду вас держать в курсе, как будет заживать вот эта часть, потому что тоже тут видно, как будто бы, не знаю, на меня кипятком здесь облили или что-то типа в этом роде. Как шрам, будет ли он как-то затеряться, я не знаю, и вот эта вот фигня. То есть, ну, помните, прежде всего вы должны понять, для чего вы делаете эту пересадку, нужна ли она вам. И вот просто смотрите на ролики и вот на мой личный опыт, я уже сделал 2 пересадки, тоже смотрите видео, я об этом рассказывал, о своем личном опыте. В принципе, те близкие люди, которые с вами, им пофиг, как вы выглядите, они любят человека, а не ваши волосы или отсутствие ваших волос. Более того, они, я думаю, уже привыкли к тому, как вы выглядите. И то, что вы это делаете прежде всего для себя. Так вот, чтобы сэкономить время, деньги, подумайте дважды, трижды, нужно ли это вам. И если нужно, то вот предусматривайте все моменты, которыми я с вами делюсь. И, как называется, экспериментальная моя голова. Что вам нужно учесть, что помнить, о чем просить, о чем разговаривать в клинике, какие гарантии просить и так далее. Поэтому смотрите мои видео и, надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Все, пока. Подписка, комментарий, лайк, колокольчик, чтобы не пропустить видео. И, кстати говоря, я, возможно, заведу еще телеграм-канал, чтобы проще было вам отправлять какие-то фотографии, какие-то свои мысли по поводу того, что происходит. Потому что каждый раз записывать видео у меня намного проще в любом случае записывать видео и публиковать в Телеграме, чем делать вот такие вот видео для Ютуба. Поэтому будет формат Ютуба, но более быстрый, наверное, я создам Телеграм. Или вот мне говорят еще сделать ТикТок. Вот не знаю. Если кто-то в этом разбирается, напишите в комментариях, как вы думаете, что сделать. ТикТок, Телеграм, Ютуб. Оставить все или что-то отдельно. Спасибо. Пока.